1939 году, когда стало известно, что Париж неминуемо займут немцы, одна молодая дама поспешила перебраться на юг страны, где было поспокойнее. Женщина заперла на ключ свою квартиру в столице, надеясь вернуться туда, когда все утихнет. Но история приобрела другую развязку. Приятного просмотра. По неизвестным причинам хозяйка так и не вернулась в свои апартаменты, хотя исправно платила за нее квартплату всю свою жизнь. В 2010 году хозяйка скончалась. Когда наследники переступили порог неизвестной для них квартиры, рты от удивления раскрылись у всех. Хозяйку квартиры звали мадам де Флориан. Собиралась она в спешке, поэтому в квартире все осталось практически нетронутым. Родственники мадам де Флориан ничего не знали о квартире, и когда им огласили завещание, были очень даже обескуражены. Для оценки имущества они пригласили авторитетного аукциониста Оливье Шапин-Жанври. У мужчины дрожали руки от волнения, когда он проворачивал ключ в замочной скважине. Ведь там никого не было более 70 лет. Это было потрясающе. Казалось, будто время замерло. На туалетном столике запыленные стояли баночки с косметическими средствами, расчески и шкатулки. На обеденном столе находились столовые приборы, антикварная мебель, картины. Самым дорогим лотом из этой квартиры стала картина дамы в розовом платье, 3,4 миллиона долларов. Как оказалось, это был портрет бабушки-хозяйки квартиры, Марты де Флориан. В конце XIX века она была известной артисткой, а портрет принадлежал кисти итальянского художника Джованни Больдини. Там же было найдено и письмо от художника с признанием в любви. Родственники были просто шокированы таким наследством, буквально свалившимся к ним на голову. Однако они не могли понять только одного: почему мадам Флориан за 72 года никому из них не рассказала о своей квартире в Париже. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данного видео? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на наш канал, где вы найдете еще много интересного. Увидимся в следующих видео.